Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Новый год совсем близко, а это значит самое время выполнить на себе новогодний маникюр. Видео сделаем коррекцию аквадизайн, будет очень интересно. Поехали! Моим ногтям около месяца, плюс-минус, честно говоря, время не засекала, не запоминала, когда я их делала. Этот дизайн мы выполняли вместе с вами, и этот ролик есть на канале. Несмотря на активную эксплуатацию, ногти отлично проносились, что вообще удивительно для моих ногтей. В том ролике я показала особый способ нанесения базы, которая позволила хорошо проносить эти ногти, и здорово, что этот способ работает. В прошлый раз я старалась также сделать коррекцию, но были трещины по боковым сторонам. Тонкие подложки сломались и пришлось сделать наращивание. Надеюсь, в этот раз такого не будет и обойдется коррекцией. В этот раз не буду так сильно истончать подложки и оставлю крупные ракушки, так как планирую снова сделать дизайн с ними. Мне нужно убрать старый дизайн, голубой оттенок лака, золотую поталь. Истончаю подложку приблизительно на 80%. Для этого использую твердосплавную насадку с зеленой насечкой. Все-таки большой не выдержал, пошла большая трещина и ноготь пришлось снять. Будем его наращивать, поэтому свободный край убираю полностью. И чтобы было быстрее, делаю это ножницами. Пилкой 180 грит матирую поверхность для того, чтобы была лучше сцепка. Делаю все это в одну сторону, чтобы приподнять чешуйки. И полностью убираем свободный край на большом. Ногти у меня вверх растущие, и если оставить свободный край, то форма автоматически будет подниматься вверх. Кстати говоря, это очень частая ошибка при наращивании, когда оставляют свободный край и форма не становится так, как нужно. А мы тем временем с вами приступаем к выполнению маникюра. Сделаю на себе комби. Для этого сначала приподнимаю насадкой кутикулу, вычищаю птеригий. У меня, как обычно, кутикулы немного, но активно разросшийся птеригий. Вообще, конечно, удивительно, что я села заранее делать себе ногти, потому что вспоминаю, как раньше, всегда откладывала новогодний маникюр до последнего. Помню, как однажды я даже доделала вторую руку 31 декабря утром. Кстати, вы уже сделали новогодний маникюр? Напишите мне в комментариях. Или вы все-таки относитесь к категории сапожник без сапог? Кстати говоря, уже прошло приличное время после коррекции на левой руке. Как вы думаете, я сделала себе коррекцию на правой? Конечно же нет, и даже не знаю, когда буду это делать. Хоть бы не пришлось 31 числа. Чаще всего мастер не успевает выполнить себе новогодний маникюр по причине того, что у него много работы, большая загруженность перед новогодними праздниками, много клиентов, а на себя просто не остается время. А когда оно появляется, уже время Новый год, пора резать салаты и готовиться к празднику. Еще я заметила одну такую вещь, что женщинам нужно сделать абсолютно все перед Новым годом, чтобы она была полностью готова и укомплектована к празднику. Это маникюр, наращивание ресниц, эпиляция, наряд, педикюр, в общем, весь комплекс бьюти-услуг. Как будто Новый год – это отправная точка и нужно срочно все переделать. Поставьте лайк, если и у вас так же. На этом этапе мы подготовили ногти к моделированию, нанесли необходимые адгезивные препараты, базовое покрытие, в моем случае пластичное, на большой ноготь установили шаблон и теперь выкладываем прозрачную подложку, потому что планируется аквариумный дизайн. Гель выбираю густой по консистенции, чтобы никуда не тек. Большой ноготь не всегда удобно ставить в лампу, поэтому ее можно приподнять и вот таким образом подержать. Два ногтя мы уже сделали. Вы можете увидеть, какими блестящими они получились. На остальные наносим новый светоотражающий гель-лак. По-моему, сейчас весь Инстаграм заполнен работами со светоотражающими лаками, и выглядят они действительно очень притягательно. И я не осталась к ним равнодушной. Единственное, очень долго на камеру своего телефона не могла поймать эти переливы, но потом поняла, что стоит просто снизить экспозицию во время видео, и тогда они становятся видны.
На непросохший гель-лак выкладываем тонкие кусочки перламутра. Это какой-то новый дизайн для ногтей, и я решила его попробовать. Он жесткий и не совсем виден, поэтому не знаю, насколько он приживется и насколько будет актуален. Добавляю хлопья юки, они тонкие, красиво блестят, а также серебряную поталь. Хочу выполнить дизайн в серебряных оттенках. Фиксируем все в лампе. Создаем архитектуру молочно-розовым гелем. Раскладываю в зоне кутикулы, тщательно прижимаю, чтобы все аккуратно лежало. И утапливаю в гель ракушку белого цвета. Она очень красиво переливается на солнце всеми цветами радуги. Этот слой нужно просушить хорошо, не меньше 1,5 минут. Как вы поняли, пока я делала эту коррекцию, все руки у меня покрылись блестками. В общем, действительно блестящий маникюр во всех смыслах. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробностей переходите по ссылке в описании. На свободном крае перекрываем весь дизайн прозрачным гелем. В этот момент главное не взболтать и не образовать пузыри. Их будет просто видно. Распределяем и смотрим на вид сбоку, делая правильную архитектуру. После 20-30 секунд просушки в лампе устанавливаю прищепочку для поджатия. И досушиваю в лампе с ней 1-2 минуты, потому что это окончательное время полимеризации геля. А сейчас новая рубрика Nail Эксперимент. Наверняка вы знаете, что консистенция материала меняется в зависимости от температуры. Гель средний по консистенции. Я его охладила, специально положила в холодильник, чтобы консистенция была гуще. Я поставила гель на типс, и он даже никуда не течет. Такой забавный кругляшок, попробуем его распределить. Из-за того, что он холодный, конечно, он будет ложиться более толстым слоем. Мы можем его растягивать, но на это уйдет больше времени. Такое свойство материала, когда он холодный, может пригодиться для перекрытия аквариумных дизайнов. Или, например, если выполняете наращивание на себе, чтобы гель не затекал. Опускаем гель в горячую воду, в кипяток. Ждем несколько минут. Вау, гель стал более жидкий. Конечно, не совсем как вода, но тем не менее. Попробуем сейчас его распределить. Такой материал можно нанести более тонким слоем, и такое укрепление подойдет для короткой ногтевой пластины. Учитывайте этот фактор при выполнении работы. Предлагаю распилить типсы пополам и посмотреть, какая толщина на центральной части. Под макро видим, когда материал был густым, слой был значительно толще, практически в 2 раза. Понравилась рубрика? Ставьте пальчик вверх, набираем 5000 лайков под этим видео, и она выйдет в следующем ролике. Приступаем к опилу. Черновой опил можно было бы сделать насадкой, но я взяла жесткую пилку и решила убрать излишки ею. А окончательно придаю форму пилкой с мелким абразивом, чтобы точно сделать опил. Форма у меня миндаль. Опиливаю по схеме, смотрю на ровность линий, чтобы боковые стороны были плавными и чтобы от наивысшей точки до свободного края шла ровная линия спуска. После опила прохожусь по поверхности бафом, чтобы убрать все полосочки от грубой пилки, чтобы она стала ровной. Потому что следующим шагом мы будем делать стемпинг, и нам нужна гладкая поверхность. Подчищаю изнаночки с внутренней стороны тонкой керамической насадкой.
Чтобы стемпинг лучше отпечатывался, наношу бескислотный праймер. На поверхности он образует липкую пленочку, и стемпинг будет лучше переводиться, потому что элементы, которые я планирую перевести, очень тонкие. Например, снежинка, у нее тончайшие прожилки, и навряд ли бы она прилипла к сухой поверхности ногтя. На самом деле я небольшой любитель снежинок и каких-то активных дизайнов к Новому году, шариков, вензелей и так далее, но все-таки, чтобы этот маникюр смотрелся наиболее новогодним, я их сделала. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Перекрываем топом, и действительно ногти получились как что-то заснеженное, как морозное окошко, на котором появились снежинки. А какие ассоциации у вас вызвал этот маникюр? Переворачиваю руку и прокрашиваю топом с внутренней стороны для большей прозрачности. Как же я обожаю момент нанесения топа, когда все блестит, когда дизайн проявляется. Это чистый класс. Я уже вам показывала, мне полюбился в последнее время способ шлифовки кутикулы мини-диском. Прикрепляю на него мягкий баф абразивностью 240 и прохожусь по валикам с маслом. И маникюр приобретает окончательный вид. Мы выполнили коррекцию, но у многих может остаться вопрос, а как же сделать наращивание самой себе? На эту тему у меня есть специальное видео, его просмотрело более 600 тысяч человек, станьте одним из них, обязательно пробуйте, ставьте пальчик вверх, если видео было полезным, подписывайтесь на канал. Всех с наступающим, пока-пока!